Я приветствую вас, дорогие подписчики и гости моего канала. Всем большое спасибо за то, что уделяете внимание и анализируете все происходящее. И вот настоящий подарок для людей думающих, людей анализирующих, людей, которые хотят разобраться в первопричинах всего происходящего. Известнейший аналитик мирового уровня Фикрет Шабанов со мной прямо сейчас на связи. Фикрет, здравствуйте. Добрый вечер. Фикрет, начать наш разговор я бы хотел с глобального взгляда на вот последние, наверное, роковые события. Оружие для Украины обещают много, танки, говорят об истребителях. В России кричат, что это прямое вовлечение в конфликт. Начинается Третья мировая, где Россия против НАТО. Вы знаете, отвечать на этот вопрос, наверное, будет немножко и сложно, и трудно. Но я постараюсь тезисом объяснить. Почему? Дело в том, что комментировать заявление что американской, что европейской или российской стороны очень сложно, потому что идет просто информационная война. В период, когда идет практическая война. И здесь не исключены элементы информационной диверсии, контрпропаганды и дезинформации. Это первая часть. Поэтому мы сделаем этот вопрос с точки зрения тезисного анализа. Любые военные, так скажем, телодвижения будут помогать, не будут помогать, когда будут помогать, какая специфика помощи, то есть это будут деньги или какие-то, предположим, патроны, снаряды и так далее. Они все решаются на глобальном уровне с точки зрения бенефициаров войны, а не с точки зрения интересов Украины. Тогда каждый украинец хотел бы, чтобы война закончилась буквально вчера, меньше людей умирало, меньше горя, слез и так далее. Но это не определяется Украиной по очень простой вещи под названием «у вас нет своего военно-промышленного комплекса, который бы был в состоянии работать и обеспечивать хотя бы минимальным». Я не говорю элементарно, может элементарно и есть, но минимальным тем ресурсом, который бы вам давал возможность вести войну. Я не могу сказать, что нового уровня, но хотя бы того советского уровня, к сожалению, у вас этих ресурсов нету. Вы настолько сильно зависимы от, в данном случае, большей части американского или западного вида оружия, что вы теперь зависите от их планов, в кавычках, от их капризов, естественно, от их глобального понимания передела территории Европы, я имею в виду в данном случае Украины, и через Украину, естественно, локальные войны по всему периметру мира, где их интересы сталкиваются. Поэтому, если посмотреть на эти вопросы, победа будет в Украине только тогда, когда это будет им нужно. Но это будет их победа, не ваша. И она будет на их правилах, а не на ваших. И здесь нужно посмотреть, как закончится вообще война, когда она закончится, и с каким итогом выйдет Украина из этой войны. Поэтому сейчас сидеть гадать, что нам дадут оружие, мы победим и так далее, я думаю, что это немножко с украинской стороны наивно. До вас в интервью я сказал, что есть еще одна проблема в Украине, вообще в социуме, в политике, у властей. У вас появился миф, что вашими руками Америка воюет с Россией, и она обязана, извините за выражение, подохнуть, но вам помочь. Это не так. Вы живете в мифах. Я понимаю, что украинцы сейчас в таком состоянии, любое, даже мое неосторожное слово, слово правды, оно может превратить меня в первого врага украинцев. Я сочувствую вашему горю, я соболезную вам. Но в данный момент, когда мы говорим о мировой политике, мы должны понять, что он состоит из цинизма, из интереса корпорации, из интереса капитала, а потом это перерастает в интересы наднациональных структур. Поэтому вы сейчас попались вот на эту вилку или под эту раздачу, где вами модерируют, и в том числе поставкой оружия, и в том числе оказанием каких-то финансовых грантов, кредитов, только для того, чтобы поддерживать вас в состоянии оказания сопротивления. Но не поддерживать вас, чтобы вы сейчас победили. Потому что другие вопросы, которые они ставят перед собой, еще не решены. Фикрет, тогда я детализирую. Вот это кукловодство. Виктория Нуланд заявила, что США готовы к смягчению санкций против России,
ради реальных переговоров и вывода войск Российской Федерации с территории Украины. Это достаточно интересное заявление в контексте тех голосов о какой-то дипломатии, мирного разрешения конфликта. Как вам видится, этот сценарий рабочий или вновь нам бросают определенную информационную кость, мол, обгладывайте? Вы знаете, здесь я могу посмотреть с трех точек зрения, насколько я это понимаю. Это первый месседж украинцам, что, ребята, если вы перекинетесь на сторону врага, то сами договоритесь, мы быстрее вас договоримся с русскими. За ваш же счет. Второй момент. Здесь есть определенная проекция по децентрализации России, то есть новой власти России или новому проекту России предлагает избавиться от, в их понимании, токсичного баланса национальных республик. Это вторая вещь. То есть освобождаясь от национальных республик, создавая условия для продвижения антикитайского союза, то есть это проект Идель-Урал и Большой Кавказский дом. То есть нужно понять, от каких народов нужно избавиться. Ну и, конечно, самое главное, это месседж может быть, потому что идет очень большие переговоры между Китаем, как договориться разделить Россию. И здесь опекуном, адвокатом России выступает Китай. Так что это месседжи не для народа, это месседжи для тех людей, которые по другую сторону шахматной доски ведут. Очень интересно. Но вот второй пункт, я хочу узнать подробности. Что значит не нужно или избавиться от национальных республик? Это означает, в принципе, предположим, приходит к власти какая-то новая политическая власть, она не приходит с улицы, ее приводят. И вот кого приведут, какая архитектура этой власти, и эта власть берет на себя обязательства, например, под патронажем Китая, что мы получаем природные ресурсы, ну, например, Западной Сибири, а вы провозглашаете ельцинский лозунг «берите независимости сколько можете». Таким образом, появившийся на этой сцене пока на Кавказе, но в дальнейшем по Поволжью, по общему Кавказскому дому Турция, она начинает модерировать Татарстан, Башкортостан, Дагестан и так далее, и так далее. Эти люди, эти территории становятся независимыми, потому что будущая война или будущее сопротивление или конкуренция с Китаем, она практически будет приблизительно в 30-м году, она будет и в том числе за счет так называемой петли удава вокруг Китая. И здесь еще одну функцию выполняет исламско-тюркский мир. Это по территории Центральной Азии, то есть Таджикистан, Афганистан. И здесь нужны ресурсы. Ресурсы не только людские, ресурсы, конечно, это финансовые. Вы знаете, например, что у нас энергоресурсы и даже технологические ресурсы есть в Татарстане, энергоресурсы в Башкортостане. То есть я хочу сказать, кооперация, накачивание финансом Центр Стамбул или Анкару, которая будет модерировать эти проекты по созданию на этом участке антикитайской петли удава. Это для этого нужно. Ну а Кавказ для того, чтобы контролировать подбрюшье новой России, которая, ну, грубо говоря, чтобы не задумывалась передумывать или переиграть, потому что вооружив кавказцев, объединив их и напичкать уже идеологией, ресурсами Турции и менеджера на месте Азербайджана, создать условия, когда Россия не сможет перекрывать самый главный транспортный коридор для саксов, это коридор. Это поэтому туркам многое сходит с рук в последнее время на политической, собственно, в политической плоскости. Конфликт со Швецией и Финляндией, вот эта вся история с примем, не примем, пустим, не пустим. Говорят, что и Турция под знаком вопроса дальнейшего участия в НАТО. Я думаю, что это очередная разработка представителей антисаксонского мира, потому что для того, чтобы понимать, почему себя Турция так ведет, как вы сказали, что, ну, условно возьмем за эту фразу, распустилась, вот так скажу. Но это обуславливается тем, что ей позволили. Теперь надо задать вопрос, кто это позволил. Мы знаем, что длительное время руководитель английской разведки MI6, господин Мур, был в Турции, жил в Турции и считается личным другом Эрдогана. На данный момент, и я вчера озвучивал на канале у Юры Романенко, архитектура государственного проекта или саксонского проекта – это две вещи. Одна из них, фундаментом, является разведка.
То есть, если разведка определяет стратегические задачи и цели развития какого-то проекта для развития саксонских проектов, государств, для их интересов, то значит вся структура власти политическая, ну, например, Лондона и США, будет в этой канве поступать правильно. А учитывая ситуацию, то, что сейчас в Турции, как вы сказали, многое возможно или многое позволено, это этим обуславливается. Второй момент. Почему сейчас происходит определенное напряжение? Дело в том, что господину Эрдогану нужно переизбраться. Он немножко перетянул выборы вперед. Они должны были быть в июне. Он по-моему, озвучил 14 Да, мая. все Я могу правильно. ошибиться по дате. Да, здесь есть одна ситуация. Дело в том, что провокацию с повешением куклы Эрдогана в Швеции, сжиганием Корана, который для мусульман важен, самое уникальное, что его проплачивал эту акцию представитель Russia Today в Швеции. Потому что это мероприятие стоит денег, нужно получить разрешение у мэрии и нужно заплатить какие-то там копейки. И вот эту оплату произвел гражданин Швеции, по-моему, он швед и по национальности, но представитель Russia Today. То есть мы должны понимать, что игра по созданию имиджа Турция вот-вот выйдет из НАТО или Турцию выгонят, это стратегически глубоко ошибочная теория, потому что Турция будущий модератор антикитайской петли. И никуда ее даже захочет, она не выпустят. Это первое. Во-вторых, в турецком истеблишменте этого желания нету. Турецкий истеблишмент требует к себе уважения. Это обычно образ жизни Востока, восточных людей. Ну, естественно, это социокультурный типаж, он принесен еще и в политику. Я думаю, что из глубоких, много показывающих идеологических или информационных шумих, это обманчиво, это иллюзия. Еще один уточняющий вопрос по Турции, который, наверное, важный с точки зрения украинца. Турецкий Крым – это миф? Турецкий Крым – это миф, татарский Крым – это Татарский. не миф. Татарский Крым, он тюркоязычный. Та фобия, которая существует у украинцев или в Украине, она обусловлена, я понимаю вашу историю, приблизительно последние 300 лет. И вы абсолютно правильно относитесь и настороженно, и даже, может быть, не принимаете любой слух, любой миф о том, что у вас могут территорию забрать. А тем более в данный момент, когда вы проливаете кровь за освобождение, ну, вот этих Донецк, Луганск, в кавычках говорю, вот этих аннексированных государств, территории Украины. Я понимаю логику украинцев, она правильная. Я бы, может быть, даже на вашем месте поступил бы еще похлеще. Но здесь нужно научиться отличить зерна от плевел. То есть, если мы рассматриваем проект развития будущего Украины, я говорил вашим дипломатам, они спрашивали, как вот ты сказал, что вот Венгрии надо решать, Польша. На примере венгерского вопроса и татарского вопроса я объяснил. Если вы создадите, условно говоря, промышленную зону или свободную экономическую зону, сделайте ее беспошлиной, сделайте завоз промышленной продукции, оборудования, движение капитала свободным. Эти люди, работая на вашей территории, под вашим флагом, под вашей юрисдикцией, они будут вам платить за то, что там живут. Это просто логично. У вас прекратится коррупция, потому что это свободная экономическая зона. У вас не будет проверяющих структур. И у вас будут прозрачные налоговые отчисления. Таким образом, то, что у вас хотят забрать, потому что вы плохо живете, а люди, которые живут под вашей юрисдикцией, они другой национальности и живут плохо, это азбука, почему от вас хотят уйти. Они ищут лучшей жизни. Но если вы создаете им условия не только для того, чтобы они сами себя обеспечивали, не надо лезть к ним, не надо им что-то определять. Дайте условия экономические, чтобы они жили под вашей юрисдикцией. Поверьте, за то, что они будут, ну, так скажем, передвигаться, чтобы выжить, потому что вы им больше ничего не можете дать, они будут сами создавать, так скажем, бизнес, рабочие кластеры, они будут вам платить налог, они будут нанимать работников, и здесь начнется движение капитала, которое потихоньку будет охватывать определенную часть Украины. То есть какое-то сырье привезти, какую-то продукцию продать. И таким образом движение капитала, оно потихоньку приведет экономику в нормальные реальные условия. Но здесь одна проблема. Как только выходят за пределы вот
этой, так скажем, свободной экономической зоны, если начинается коррупционная система и вертикаль, хотите дайте свободную зону, хотите не давайте, это опять неуспешный проект. И вот тогда закончится тем, что вы сказали, турецким Крымом. У меня вот Потому что будет у столкновение меня еще один интересов. уточняющий вопрос по тому, ну, по той теме, куда мы зашли, и он очень важен для Украины и украинцев. Смотрите, здесь, собственно, какой-то, ну, такой культ выражения там «после победы» в Украине. Ну вот, после победы вот мы займемся, вот и после победы мы все отстроим, у нас вот после победы будет хорошо. И многие подсаживаются на вот этот вкус выражения «после победы». Все говорят о каком-то плане Маршалла, все говорят о какой-то, ну, собственно, каких-то влияниях, да, что вот Запад поможет, отстроим все вместе, будем жить и процветать. И это является, ну, вот таким, ну, такой движущей силой к тому, чтобы бороться, выгонять агрессора, оккупанта за свои территории ради того, чтобы дети жили уже в новой стране, честной, процветающей. У меня возникает очень, ну, такой несколько провокационный для тех людей, которые в это верят, вопрос. Фикрет, а кто будет вкладывать деньги в Украину, условно, предположим, гипотетически, завтра заканчивается война, если в мире происходит, ну, настоящая конкуренция и достаточно серьезная и жестокая конкуренция. Ну, например, где будут немецкие предприятия размещаться? В США или в самой Германии? Из Китая увозить или не увозить заводы? Что достанется Украине тогда в этом глобальном мире? Знаете, в вашем вопросе есть три главных маркера, которые очень важны для Украины. Первый маркер. Когда вы говорите «после победы», то венгры, татары, они думают, после победы украинцы победят, то, что мы сейчас имеем, даже этого у нас не будет. Потому что они победители, они будут диктовать. И слово «победа» для них кажется, как для вас сейчас турецкий Крым, таким же кошмаром. То есть вы должны эту логику тоже понимать. Это первое. Второе. Когда вы говорите о плане Маршалла, вот возьмите любого нормального человека с деньгами и скажите, вот вложись в какое-то предприятие. У человека первое условие. Нужно понимать, куда я вкладываю, контролировать свои финансы и понимать, что я получу с этого. Вы представьте себе, в той системе, ну, условно говоря, коррупционной системе государства Украины, ни одна нормальная страна, я уже не говорю о корпорации, вкладываться не будет. Вы даже как политический проект не интересны для инвестиций. Следующий момент, потому что вы не смогли создать самодостаточную, прозрачную политический курс и политическую систему, где вы настроены или у вас есть цель, что мы хотим развиваться. Ну, например, добыча лития. Давайте мы будем его добывать, мы его перерабатывать. Сейчас альтернативная энергетика, это идет на ура. То есть рынки сбыта. Фактически, ну тут думать не нужно. Вложил, добыл, переработал, все, заработал. Даже этого не делают. А просто потому, что у вас сейчас литиевые месторождения контролирует человек, который живет в Италии на острове Комо. И туда никто вкладываться не будет. Идем дальше. Последнее. Вот план Маршалла. Как украинцы его видят? Вот эту сказку, как они читают? Вы поспрашиваете своих банкиров. Я вчера у господина Романенко сказал, вообще в европейском и американском, на европейском и американском континенте условно находится 40 триллионов свободных денег. 20 триллионов свободных денег, я не считаю ВВП, бюджет, я это не считаю, свободных денег, что можно было вложить. Вот 20 триллионов они в США. Сейчас, кстати, именно из-за украинской войны, то есть одна из причин украинской войны, это сделать дееспособной экономику Европы, ввиду отсутствия дешевого энергосырья, и заставить перевести банки, потому что капитал не знает границ, деньги должны крутиться и приносить прибыль. Если на этой территории, в этой стране нет экономики, не во что вкладываться, не за что получать, то это приводит к тому, что эти деньги уходят из этого региона. А американцы предоставляют уникальную возможность перевода немецких предприятий на территорию США, что уже происходит. Перекочевывание, естественно, финансовых и инвестиционных ресурсов на территорию США. То есть в итоге по выходу украинской войны через год, через два, через 5, я не знаю сроки,
но я знаю, что точно до 2024 года у вас будет война. Это точно. А вот что там дальше будет, я пока не вижу этих элементов, закончится или будет продолжение. Но до 2024 года приблизительно вот эти деньги из Европы должны перекочевать в американские банки. То есть мы в итоге получаем условно 40 триллионов свободных инвестиционных денег, они в США. А будут ли США в вашу страну вкладываться? Если будут, какие условия будут? И готовы ли украинское общество, политические лидеры, элита к этому? Ведь тогда появится то, что азбука бизнеса. Тот, кто вкладывает, должен контролировать. Тот, кто вкладывает, он платить не будет. Он будет навязывать свою политическую волю. То есть автоматически получается так. Я тебе плачу мзду, но это прозрачно. Потому что в Америке есть свой закон. За любой коррупционный механизм, даже американская компания на территории другой страны, дающая взятку, попадает под уголовную ответственность. Поэтому они заставят или потребуют прозрачность экономических отношений на территории Украины. Я не думаю, что будут вкладываться, это моя абсолютная убежденность. Единственное, что после войны вы будете очень много должны, и вы должны будете выплачивать то, что сейчас собирали, и до войны собрали. Вот мое мнение, что вы будете сдавать свои природные ресурсы, консигнацию, условно будем говорить, в длительное управление другим государством, в концессию. А в концессии это какая-то минимальная сумма, без обязательств перед украинским государством и У народом. меня возникает страшный, наверное, вопрос. А оно того стоит, наши природные ресурсы? Выгода есть вот этого содержания, спонсирования, поддержания Украины сейчас, чтобы загнать в долги и нажиться потом? Во-первых, в долги загнала ваша элита. Да. Это первое. Вас специально никто не коррумпировал, вы сами предлагали себя. Это первый момент. Второй момент. Вы предлагали коррумпировать власть, то есть контроль над ресурсами страны. А раз плохо лежит, и вы можете ее за копейку купить, почему бы нет? Когда Советский Союз распался, что наши делали красные директора? Уникальные виноводочные, вот эти, как это называют, чаны, бочки продавали за копейки. Почему наживались? Здесь и сейчас. Вот такая логика советского ватника, она существовала в экономических подходах у украинской элиты. Вторая часть украинской элиты, то есть вот этих красных директоров, я с ними сталкивался. То есть, например, предлагаешь им тендер энергетический в какой-то восточной стране. Когда начинается выкладка, то есть, например, турки это делают за 1 рубль, украинцы говорят 5. Спрашиваешь, почему 5? А я, говорю, в Румынии за откат это делаю за 3. Зачем мне за 1 работать? То есть логика того, что они не готовы работать, не готовы конкурировать, они готовы жить, например, через Румынию на откатах. Это еще одна проблема вашего бизнес-менеджмента, почему у вас плохо. И последнее. Недавно, по-моему, неделю назад Евросоюз опубликовал, значит, анализ географических и геологических данных, где на какой территории лежат какие природные ресурсы. Так, в мировом реестре Украина занимает пятое место по значимости. То есть, если просто, я не в цифрах, я здесь вам не подскажу. Но я, насколько слышал от специалистов, если перевести хотя бы на деньги добычу вашего газа, вашего лития и других ресурсов, это триллионы денег. Это не 100 миллиардов, это триллионы. И вы представьте себе, сколько стоит ваша война? 200 миллиардов. Да не проблема. Мы же их печатаем. Мы не работаем, мы их не зарабатываем, мы их печатаем. Нужно 500 миллиона, тоже не проблема. Ведь мы получим 10 триллионов. Разве не хорошие бизнес-инвестиции? Вот логика. Мир циничный, понимаете? Нужно освободиться от мысли, какие-то международные законы, какие-то международные правила. Они написаны для слабых. Тот, кто сильный, вот Россия вошла на вашу территорию, где ваши международные законы? Чего же они не работают? Сейчас не сила права, а право силы. Да, это очень важные, наверное, слова, но с точки зрения, если отзеркалить эту историю, как вы оцениваете, Россия вторглась в Украину из-за ресурсов или по идеологическим каким-то соображениям? Вы знаете, в 2015 году была такая Чикагская конференция, ну сейчас она уже есть в Ютубе, тогда она была закрытая. И там для саксов
была главная проблема. Проблема заключалась, она называлась германский вопрос. То есть, если мы посмотрим стратегически, если Германия экономически будет развиваться, как она развивалась по этим темпам, уровень ее промышленного производства, он начинал потихоньку догонять, я имею в виду в основном станкостроение, он начинал догонять американский уровень, потихоньку стал захватывать, например, восточные кавказские рынки, то это прямая угроза, зарабатывая технологическое преимущество, угроза саксам хотя бы быть в Европе единственным. Как же поднимались немцы? Они поднимались снова за счет дешевого сырья из России. И для вот этого тандема Россия-Германия, который является прямой угрозой саксам, была, условно говоря, начата эта война. И если сейчас не будет Украины в плане пророссийской или нейтральной, это начало конца российской государственности. Потому что больше ей некуда продавать сырье, больше ей не с кем торговать, и больше ей некого покупать, коррупционировать, чтобы она обслуживала их политические интересы на Западе. Ведь через деньги они фактически покупали европейскую элиту. Они заставляли Европу за российские деньги, откаты, коррупционные схемы, или просто за то, что давало монопольное право дистрибьютора или представителя торговать их газом на территории, предположим, Германии, она давала этому человеку, этому конгломерату модерировать Германию, германскую элиту, потому что сырье у него. Вот таким образом, это важный вопрос. Не будет Украины пророссийской или нейтральной, это начало конца российской государственности. То есть это называется теория жизненного пространства. Очень интересно, но возникает тогда вопрос, которым задаются многие. А почему газ до сих пор идет через Украину? Этот вопрос, наверное, нужно задавать вашей власти. Я мадам Наталье Мосейчук сказал: смотрите, почему вы продаете электроэнергию? Люди стали меня забрасывать камнями. Но нужно понимать, что Украина перепродавала российскую электроэнергетику. Она не свою продавала, она перепродавала. И через 2 дня после моего интервью Россия стала системно уничтожать вашу энергетическую систему. Польские так называемые ракеты, ведь одна из них ракет была по нефтепроводу «Дружба», чтобы перестали торговать нефтью. Осталась последняя украинская под названием «Украинский газопровод». Я всегда задавал вопрос: представьте себе, Гитлер и Сталин воюют, и они продолжают торговать. Вам не кажется, что у вас нонсенс, где-то неправильно? Вот мой ответ. То есть я не хочу раскладывать это, потому что это несет какие-то юридические обязательства, а то потом в конце концов или призовут к ответу с документами, или у вас большинство любит писать. Если не понимают, о чем мы говорим, пишут, что конспирология. Вот чтобы не было конспирологии, просто сами себе задайте вопрос: Гитлер и Сталин воюют и торгуют. Такое может быть? Да. А вы продолжаете не только торговать, вы еще продолжаете помогать той Европе, которая, ну, например, Франция, утром пытается договориться с Путиным, а вечером говорит: мы за Украину. Или наоборот. Просто сами для себя сделайте вывод. Да, друзья, напишите в комментариях, очень интересно, что вы думаете по этому поводу. Достаточно, ну, наверное, понятный, да, ответ от Фикрета. Мы услышали на этот вопрос. Я хочу вернуться к вашим высказываниям о роли Ватикана во всем происходящем. И здесь возникает определенный диссонанс и непонимание. Возможно, нужно проще объяснить, потому что Ватикан, ну, папский престол. Папа Римский уже сколько раз высказывался о том, что нужно прекратить, о том, что нужно не допустить там Третьей мировой, потом это уже Третья мировая, и, собственно, как-то остановить войну. Но вот в антивоенное движение вот ничего не выливается от слова совершенно. Даже если Папа Римский сказал. Фикрет, Ватикан заинтересован в войне или в мире? Вчера в интервью я сказал, что, значит, 2 года назад была в Нью-Йорке создана организация, она называется «Инклюзивный капитализм». И в этой организации
так скажем, ее учредителями, публичная информация, 27 мировых корпораций. Так вот, руководитель этой организации – Ватикан. Теперь нужно сделать вывод. Если ты корпорация или руководит корпорациями, то это обуславливает интересы, то есть купи-продай. Теперь мы идем дальше. Ватикан в Европе. Ватикан – это союз европейских монархий. Это союз европейского капитала, которым удалось договориться и объединиться, так скажем, в континентальной Европе, где было соглашение. Бизнес вы торгуете, народы, которые здесь живут, получают эксклюзивное право, право высшего. То есть вы Евросоюз. Если помните, не все имели право Шенгена, не всем давали какие-то обязательства. Плюс у них существовала искусственная завышенная добавочная стоимость, искусственная зарплата. То есть, если реально посчитать, эти деньги они не должны получать. Но это право белого, это право сильного, потому что идеология Ватикана требует лозунг такой: Запад должен править всем. Слово «Запад» в их понимании это белая раса, это светловолосые и голубые. Потому что именно на идеологии Томаса Мальтуса была создана идеология «Майкамп». А Томас Мальтус это католик. Вот. Кстати, концлагеря в Словении и Словакии были отданы на управление католической церкви. Это те, кто не знает историю. Что сейчас происходит? Ведь если договорились создать проект Европейского экономического союза, это должно жить. А должно жить оно на дешевых энергоресурсах, и в том числе из России. Так кто будет эти интересы защищать? Если мы тебя делегировали, мы тебя избрали, мы тебе дали полномочия. Понимаете? То есть я хочу вам азбуку рассказать. И здесь, когда мы говорим о том, что почему они не призывают к войне, или, как вы говорите, не активно видно их действия в антивоенном движении, но нужно, наверное, просто указать, кто виновник, кто агрессор. Этого не говорят. Просто общие призывы: перестаньте убивать. И мы эти общие призывы, я считаю, что прячем под общими религиозными или христианскими ценностями. Это абсолютно неправильно, потому что всегда нужно называть того, кто нарушил общие правила существования на земном шаре, того, кто убивает. Бог же не прощает того, кто убийца, потому что не он создавал, не он имеет право забирать чужую жизнь. А здесь в данный момент, если исходить из религиозных учений, и в том числе ислама, то налицо тот, кто убивает. Не вы же вторглись в Россию. Поэтому здесь нужно ставить акценты. Если будем ставить акценты, то это автоматически может привести к другой, очень финальной стороне вопроса. Россия, которая надеется договориться или убеждена договориться с Европой через Ватикан, то вдруг сделали акцент, что ты плохой. То есть мы с тобой больше договариваться не будем. Тогда начнется, условно говоря, вот этот израильский термин «цахал» и «мосада» — каскадное падение. Слово «мы с тобой не будем договариваться» — это означает обрубание всех официальных, неофициальных, экономических, неэкономических, банковских, финансовых связей Европы с Россией. Вы смотрите, у вас война. Франция через Россию и из России увеличила в 3 раза поставки урана на свою территорию. Это сделано Россией. Теперь вопрос: а нужно Ватикану портить отношения с Россией? Сколько стоит Украина? А сколько стоят французские атомные станции? Дело в том, что атом, который они контролируют, то есть атомные месторождения, которые они контролируют в Африке, во-первых, они истощаются. Во-вторых, вы, наверное, читаете прессу, из Африки французов гонят. Сейчас единственным средством добычи или обеспечения атомных станций во Франции является Казахстан. А кто контролирует Казахстан? Это пока протекторат России. Хотя Китай тихо-тихо пытается туда залезть. Поэтому каждый думает о себе, о своей национальной экономической безопасности. Потом думает о союзе государств, в котором они живут. Я имею в виду Евросоюз. И когда они взаимосвязаны между собой родственными связями, религиозными связями, экономикой, никто не хочет создавать принцип домино. Поэтому они все коллективно, условно говоря, давайте не перестанем воевать без указания, кто враг. Потому что, указав, кто враг, нужно прекращать торговлю. А этого никто не собирается делать.
Фикрет, что России светит в Африке? Многие смеются над Лавровым, что он проводит встречи с достаточно небольшими, ну, никого не хотим обидеть, но такими малоразвитыми государствами и обществами и проводит на высшем уровне. Зачем это? Вы знаете, если мы будем немножко рассматривать историю хотя бы лет 50-60 назад, посмотрим, что было в Африке и что сейчас, мы должны понимать, что происходит смена Ватикана, менеджера, который управляет Африкой. Потому что до этого была Франция, она, естественно, такая же фашистская, как Германия Гитлера, потому что для того, чтобы управлять Африкой, например, в Алжире, они просто вырезали 1,5 миллиона алжирцев. И сейчас в Африке, это крупные государства в Африке, центральные, они начинают, условно говоря, так называемый призыв к ответственности Франции за геноцид африканцев. Тут потихоньку подтягиваются и малые народы, как вы сказали, слаборазвитые. Здесь нужно сделать ситуацию, когда безболезненно будет происходить. Что означает безболезненно? Без внутренней гражданской войны. То есть передается от А Y, теперь ты управляй. Почему Россия? Во-первых, Россия партнер Евросоюза. Условно, я опять повторюсь, Ватикана. Во-вторых, Россия, если смотреть в формате мироуправления, значит, у нее самая, я вам сейчас скажу вещь, вам, наверное, будет кощунственно, но у нее самая гуманная система управления народами, как империя. Я не говорю об отношениях с Украиной, народами малыми. Потому что она приходит в эту страну и формирует пророссийскую элиту через системное обучение или русификацию населения. Понимаете? Французы же выбирают местную богатую элиту, назначают их смотрящими и закрывают глаза на те преступления, которые совершают местные элиты, получив индульгенции от Парижа. В случае же с Россией, Россия сама командует, кого убивать, кого не убивать. Но так как мы смотрим, что сейчас нынешняя Россия отошла от этих постулатов или от этого фундамента, она превратилась в еще одну форму, так скажем, империи французского толка, то туда не могут прийти российские гуманитарные войска. Туда приходят такие же хищники, как ЧВК «Вагнер». И вот эта силовая, так скажем, поддержка визита России в этот регион, она говорит о многом. Первое, она говорит о том, что теперь африканцы-арабы не будут на каждом углу требовать изгнания французов. Одна африканская страна дала срок французской армии или французскому правительству, чтобы она покинула страну. Те, кто люди смеются над, условно говоря, входом России в Африку, они глубоко стратегически ошибаются. Сейчас африканские страны нужно содержать. А это продукты питания и, условно говоря, так называемые минеральные удобрения для того, чтобы что-то выращивать у себя в стране. Ну, например, тот же карбамид. Сейчас вот этими ресурсами, которыми Россия не может торговать в Европе, она их поставляет в Африку. Таким образом происходит, естественно, еще одна системная работа по переформатированию африканского континента, по, условно говоря, переориентации политической элиты на Россию, экономический захват этих территорий через коррупцию, через бизнес, через большое наличие своих финансовых ресурсов, куда-то надо их вкладывать. Таким образом они входят в Африку. Теперь мы можем подумать, а как же война? Французы ушли, что произошло? Дело в том, что в будущем понимании или Россия останется, но в урезанном понимании, то она будет продолжать эту же миссию кормить Африку, только теперь корпорации, которые контролируют в России, это будут саксонские, но под российским флагом. Она просто для них прорабатывает или прокладывает тропу, создает инфраструктуру. Сейчас для саксов, туда даже если зайдет Китай, не проблема. Главное выкинуть оттуда Францию. То есть, урезав Францию со всего мира, со всех континентов, она ее ослабит. А ослабляя ее голову, ее мозг, я имею в виду саксы в Европе, они будут в Европе сильнее. И таким образом они будут распускать свое мировое влияние через Россию, через российские институты или через то, что Россия выдавила французов, эти территории будут контролировать. Это, опять говорю, проекция на 50-100 лет. Не надо смотреть сегодняшним днем. Сейчас закладывается то, что будет работать лет 50-100,
И оно аукнется, наверное, лет через 20-25. Да, я поэтому сразу хотел бы уточнить. Получается, что а, россияне с саксами заодно. Если в шахматах белые и черные непримиримые враги, готовы уничтожить друг друга до последнего, это не означает, что те люди, которые двигают эти пешки, это враги. Они могут быть конкурентами, они могут быть партнерами, даже, может быть, и друзьями. В, ша- в шахматы Бизнес, ничего по-дружески личного. партийку перекинулись, да. А, понятно. Друзья, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео. Очень интересно, что вы думаете о подобной беседе. Пикрет, я с таким, ну, достаточно осторожным, но все-таки определенным пессимизмом хочу задать вопрос следующий. Многие в короткой перспективе считают, что Россия будет торопиться, что вот эти там танки и самолеты это такая очередная красная линия, повышение ставок. В общем, суть вопроса в том, что ядерное оружие, которое вот, казалось бы, ушло из повестки дня, теперь потихоньку начинает возвращаться. И возникает, наверное, самый логичный и понятный вопрос. Если действительно в Кремле решаться на применение малой мощности, сверхмалой мощности, вот эта история с танками, да, наконечниками, ну, снарядов для Абрамсов, которые там из урана, и при взрыве заражается какая-то небольшая часть территории из-за этого. И Россия будет теперь это воспринимать как применение грязной бомбы и, соответственно, отвечать ядерным образом. С одной стороны, где-то кто-то улыбается, когда слышит подобную риторику, но в целом фон достаточно негативен. Потому что вряд ли Россия ударит ядерным оружием по какой-то европейской стране или по Америке. Все как бы закольцовано на этом театре военных действий. Что вы думаете насчет реальных угроз применения ядерного оружия России в Украине? Моя убежденность, я ее озвучивал 4 месяца или 5 месяцев назад, о том, что, в принципе, читая маркеры публичные, непубличные, которые озвучивают САКСы в своих проектах, то есть по фактору Россия-Европа или Россия-Германия, Россия-Франция, на территории Украины там задач много. Применение ядерного оружия, будет ли это грязная бомба, будет ли это ядерное оружие ограниченного такого действия, или, в принципе, это будет что-то другое, оно будет модерироваться не принципом «украинцы побеждают, русские проигрывают». Оно будет модерироваться с целью, с глубокими политическими целями. Первое, самая простая арифметика. Применение ядерного оружия, это означает, что не договорились с Европой. Это первое. То есть это фактор или выпад в сторону Европы. Второе, показав на примере Бабайгу, нужно у нее забрать ядерное оружие, и в том числе у всех. Почему Китай или другие, которые далеко находятся от этого континента, все время говорят, я имею в виду Индию тоже, не дай бог применишь. Они же не боятся того, что их заразит, они боятся другого, что вот этот прецедент потом заставит всех разоружаться ядерным оружием. А они все придумали себе сказку, что ядерное оружие это их оборонный щит и их спасет. Земля-то маленькая, бабахнет везде, все полетим. Поэтому я думаю, что этот концепт, он активен будет, условно, дата 15 марта до 15 июня. Многие спрашивают, откуда эта цифра или откуда эта дата. Это время активного торга по поводу вот этого фактора передела мира, ну, например, на европейском континенте. Потому что в прошлом году, в конце прошлого года встречался господин Байден с господином Си Цзиньпинем. Предварительно была договоренность о том, что будем конструктивно сотрудничать в плане создания две системы мирового управления. То есть третьей нету. Или САКСы, или Пекин.
Но так как это не детализировано, потому что есть встречные предложения, господин Блинкен, я не знаю, он полетел или нет, я не видел информацию, 5, должен был 6 привести февраля, технические да. детали. Еще полетит. Да, да, он должен привести технические, так скажем, предложения или ответ на предложение китайцев, как они видят передел мира. И это приблизительно будет тянуться вот это время, а время как раз февраль-июнь – это время окончательного принятия решения по разделу мира. Приблизительно по дипломатическим заявлениям представителей и Китая, и, значит, Белого дома ожидается встреча до начала июня Байдена и, значит, Си Цзиньпиня. То есть, во-первых, встреча, если в это время состоится, значит, они урегулируют все вопросы передела мира. Это раз. Если встреча состоится и переделают мир, значит, будет отсрочка самой глобальной войны, это Сакс-Китай. То есть до 30-го периода года они возьмут тайм-аут и будут каждый накачивать свои мускулы. Вот. И это, конечно, произойдет за счет Европы и за счет России. Ну, Украина тут где-то там внизу, понимаете? То есть ее и спрашивать не будут. Поэтому вот этот фактор времени, он определяется февраль-март и до 15 июня. Но если, не дай бог, условно говорю, в феврале, в марте появится, что они не согласны, или, предположим, Париж и Берлин, вы помните, Шольц летал в Китай, не от хорошей жизни летал. Они все понимают, что происходит. Поэтому Париж, Берлин, кто-то будет выдвигать свои условия, или кто-то будет предлагать какие-то другие варианты, то я думаю, что в качестве нанесения угрожающего удара, что и по вас может Вова Путин нанести, может быть прецедент на территории Украины. Это мои фантазии. Но я хочу сказать, что вариаций много, как решить закулисную вот эту борьбу по переделу мира. Приблизительно так. Фикрет. Тогда особенным выглядит объявление визит Байдена в Европу в феврале. Если вы помните то, что я сейчас сказал, февраль-март до 15 июня – это начало передела мира. То есть активной части, активной фазы переговоров. Если они не улажатся, то, не дай бог, вот эта бабахалка, она будет применима. И это не определяется. Вы побеждаете, вы проигрываете. Это фактор. Ну, перестанут вам подавать ракеты. И что, вы победите, что ли? Нет, конечно. Многие надо мной смеялись, я когда говорил, что они могут из космоса выключить вооружение, которое вам дают. Так они же все чипированы. Вы посмотрите, у своих военных спросите. Это просто выключается из космоса. И это будет металл. Поймите, это элементарно. Западный мир ушел технологически далеко. Это мы живем в 1945 году. Да, есть над чем задуматься. Есть определенный аспект, и я вот почему-то хочу спросить ваше мнение о нем. Кто-то говорит, да, ну вот посмотрите, это слишком мелко, да, ну подумаешь. Но, Фикрет, церковь и религиозность войны России против Украины. Вокруг этого, ну, сейчас много копий ломается, то есть желание с российской стороны, со стороны Москвы сделать эту войну, в том числе и религиозной, за там православие и так далее. Долго держалась там украинская власть, и там никаких санкций, никаких действий в отношении Украинской православной церкви, которая считается московского патриархата, да, ну, считается, не было, и теперь они пошли. Вы что думаете о религиозном аспекте этой войны? Вы знаете, я хочу сказать, что есть маркеры нашего общечеловеческого жития на этой планете. И здесь одним из маркеров является национальное унижение и религиозное унижение. Это последний удел, извините за фразу, подлецов. То есть, когда иссякают все ресурсы, когда у тебя уменьшаются возможности влиять на фактор победы, на фактор получения преимущества, мы начинаем включать этот фактор. Фактор то, что ты не такой, как я, или ты другой религии и так далее. То есть я считаю, что при внесении фактора религиозной борьбы, это означает о том, что она не вправе военной силы, а вправе того могущества внутреннего, которое не подвластно человеческому взору, она проигрывает.
Как только включают религиозный фактор, это означает, что консолидация внутри общества иссякает, внутренние ресурсы иссякают, нужна идеология показать общего врага. Вот здесь ключевым фактором является или национальный враг, то есть, например, жидобандеровцы, условно говорю, или вот они не такие, как мы, по религиозной принадлежности. Все, бей его. Это вопрос, во-первых, проецируется на внутреннюю публику для собирания коллективного, так скажем, отряда с указанием, кто у меня враг, то есть бейте его. Вторая часть этого вопроса заключается в том, что это месседж, значит, мировым партнерам, что, ребята, на этой территории, предположим, как христианский фактор или славянский фактор, я буду модератором. То есть выживает сильнейший, условно будем говорить. Третий фактор, нужно подумать, что это же изнутри. Сейчас не от хорошей жизни проснулось. Да, внутренние ресурсы иссякают. Но нужно понимать, что кто же модерирует этой территорией? Кто подталкивает использовать этот аспект войны, переформатируя ее в религиозную. То есть кто же может модерировать эти вещи? Ну вот, предположим, я хочу сказать по исламу. В Иране есть шииты и сунниты. Большинство иранского населения это шииты, но там есть суннитские мечети. Представьте себе, а сунниты, это Саудовская Аравия, они фактически на публике, они поддерживают какие-то отношения, даже косвенные, но и, грубо говоря, из-под стола друг друга убивают. Но это не превращает и иранцы, то есть внутри Ирана, и саудиты, это не превращают в борьбу двух течений религии ислама, шиизма и суннизма. Во-первых, потому что этот фактор или вот эту глыбу потом трудно остановить. Потому что самой конечной, сильной войной, война религиозная. То есть мы можем, украинцы, подраться, ну там Вова плохой был, Мамед хороший был, а завтра там Саша с Иваном помирились. А вот когда христиане плохие, мусульмане хорошие, это нужно длительное время, и это остается в истории. Потом это же эксплуатируют эту информацию, ею пользуются, модерируют, понимаете? То есть нельзя записывать в память отношений двух народов религиозный фактор. Можно включить там кто-то дурак, я извиняюсь, из правителей, но религиозный фактор нельзя. Ну, можно сказать, что украинцы плохие, русские хорошие. Пройдет время, окажется это не так. Все-таки вы, опять говорю, соседи, хотя бы так скажем. То есть вам рано или поздно нужно договариваться, как-то жить совместно. Но когда это превратят в ту махину, что будут бить по, так скажем, кресту, который ты носишь, это уже трудно остановить. Это нужно длительное время. Я думаю, что запускается опасный прецедент. И я думаю, заказчики этого не в Москве. Потому что, как бы они вражески не были, нужно понимать, что... Я не говорю о тех, кто является, как вам сказать, модератором войны. Там не все отмороженные. Есть люди, да, хотели показать, что мы имперцы, там за 3 дня взяли Киев и так далее. Но сейчас они тоже просыпаются от этого пьяного угара, что за 3 дня Украину они не взяли. Но теперь понимают, когда запускается кейс религиозный, им тоже не избежать. Потому что с этим они должны жить в Люксембурге, на Кипре, на Гавайях. Понимаете, религиозный фактор. И исходя из этой ситуации, я думаю, что заказчик или модератор этой операции религиозной, он не в Москве и не в Киеве. Да, интересно. Мой финальный вопрос для вас, Фикрет, сегодня, он об золотом миллиарде. Именно этим вооружился Владимир Путин, когда вот начал свой какой-то поход, да, на устои Запада и, ну, по крайней мере, так объявил. Многие над этим смеялись, некоторые не понимали, как можно идти на Запад, когда у всей элиты, ну, вся жизнь на Западе, виллы, дачи, и, собственно, они сами, как символ своей жизни богатой, да, избирают Запад, а не, как бы, Восток. Но Путин применяет приемы в контексте там традиционных ценностей, каких-то вот этих скреп своих для того, чтобы идеологически обосновать свое поведение по отношению к Украине, которую как бы вот нужно освободить от засилья бесчинствующих западных, скажем так, влияний. И
людей, которые влияют. Я не беру здесь вот эти укронацисты, всякую, ну, денацификацию. Нет, я вот именно о глобальном. Скажите, на ваш взгляд, чем золотой миллиард не угодил? Что он может по отношению к России? И если что-то может, то почему не делает? Здесь переплетены очень большие, так скажем, интересы больших корпораций. Переплетены определенные генетические коды народов. Золотой миллиард — это не потому, что у тебя есть деньги. Туда еще нужно иметь допуск. Не все те, кто имеет деньги и влияние, имеют туда допуск. Это информация есть в интернете. Там богатые переедут в Канаду, там хорошая зона, там не строят заводы. Допустить можно это. Но условно золотой миллиард — это конгломерат корпораций, национальных элит и наднациональных правителей мира. Когда господин Путин объявляет о том, что я буду, условно говоря, выступая против золотого миллиарда, он тоже имеет несколько демаршей, то есть своих аспектов или своих адресатов. Первый адресат — это внутренний, потому что та элита, которая его поддерживает, я имею в виду те, которые богатые, они потихоньку, я не скажу, что они потеряли деньги, они давно возместились, те потери, которые они потеряли при санкциях, они все возместили. Это наивно, все думают, у того забрали яхту, деньги, они в 2 раза больше заработали, вы ошибаетесь. Они заработали на Азии, они заработали на Востоке, и у них деньги есть. Следующий вопрос. Нужно объяснить этим элитам, почему сейчас они могут остаться без территории, на которой они зарабатывают. То есть условия российского государства. Для этого нужно сказать, вот я борюсь с ними. Если у вас есть силы, те, которые составляют богатую элиту России, давайте против них тоже боритесь, вы же тоже бессильны. То есть он хочет таким образом объяснить, почему не все хорошо получается. Или условно будем говорить, пока ни победа, ни мира. Вот. Это первый маркер. Второй маркер. Когда мы говорим о золотом миллиарде, мы человечеству невольно подсказываем или вводим в политическое сознание, что есть наднациональная структура, которая управляет миром, и с ней надо считаться. Вот даже я, Володя, Путин и Россия, мы, видите, только с ней воюем, потому что адресат не Париж, Вашингтон и Лондон, а золотой миллиард. Вот, это второе. Это я к чему говорю? Иногда ваши украинцы пишут, условно даже обо мне, что я КГБшная банка, жестянка, и я конспиролог. Я просто хочу задавать вопрос. Есть 2 вопроса, понимаете? Один из них. Вы считаете Вову Путина как президента дураком? Я говорю, пока к россиянам обращаюсь. Я не думаю, что россияне скажут, что он дурак. Если обратимся к украинцам, да, они назовут его последним словом. И это понятно почему. Но он же не безмозглый. То есть говорить, что безмозглый человек говорит о какой-то конспирологии, и это какая-то ФСБшная банка и сливает эту информацию. Нет. Люди, которые занимаются реальным мироуправлением, а страны, которые имеют ядерную кнопку, они члены, приближенные к наднациональной структуре, потому что они модераторы каких-то территорий. Например, Евразия, это Центральная Азия, это Кавказ. Модератором кто был? Россия. В том числе Украина, Прибалтика и так далее. В Европе ядерная кнопка у кого? У Франции, потому что так захотел Ватикан, европейская монархия. Там модератор Франция. И так мы идем по континентам. И вы представьте себе человека, которого или страну, или проект назначили модератором Евразии с ядерной кнопкой, теперь уничтожают. И он говорит, ребята, вы меня назначили, я исполнял все. Что вы сейчас от меня хотите? Дайте возможность и дальше модерировать. Нужен мой уход, я уйду. Но нужно сохранить проект. Нужно избавиться от, в их понимании, токсичного балласта, то есть мусульман и Кавказа не проблема. То есть для России, для русского государства это действительно токсичные элементы. Хотя они считают, что Татарстан такая же красная зона, как Украина. Без Татарстана не будет России. Но в любом случае в определенных кругах русских славян это присутствует, что от ислама, от Кавказа нужно освободиться. То есть они предлагают, что, ребята, вот, ну, уничтожайте, окей, но сохраните проект. Ну вот попытки Ходорковского, Латыниной, Фегиной. Вот Путин плохой, а Россия хорошая. Вот после победы все будет хорошо. Это борьба за сохранение империи. Это не за реформы. Это за неизменение России. Вы посмотрите, вот из так называемых либералов, кто из них вышел и извинился перед чеченцами?
перед дагестанцами. За геноцид, который они строили чеченскому народу, никто. Они даже наоборот заявляют, что мы имперцы. Ходорковский, когда вышел из тюрьмы, он дал интервью Евгению Альбац. Там через 7 или 11 дней. Так он сказал, я возьму в руки автомат, я буду воевать. Пусть будет много крови. Это интервью есть в интернете. То есть ничего не меняется, ребята. Вопрос стоит в другом. Что будет с этой территорией, что будет с золотым миллиардом? Противоречия достигли такого уровня, что золотой миллиард не только не готов с ним общаться, он больше не вхож в эти двери, и он понимает, что ему спущено сверху решение, что проекта российского государства больше не будет. В какой ее форме будет, или в каких она географических широтах будет, это второй вопрос. Но то, что сейчас есть, этого не будет. Почему? Здесь есть еще одна психологическая, подсознательная проблема Путина самого. Ведь он всегда говорил, распад СССР – трагедия. Я ее принимаю как личная трагедия. Он понимает, что распад России – это все в истории, его будут проклинать. Еще 100 лет. Понимаете? То есть я думаю, что здесь еще и какая-то психологическая трагедия того, что вот этот золотой миллиард приговорил Россию. Это для тех, кто не понимает, что вообще наднациональные структуры есть. Это для тех, кто думает, что вот есть Будапештский саммит, и там есть решение, и Украину будут защищать, они обязаны. Никто никому не обязан. То есть... Обязаны только те, кто слабые. То есть мировое правительство решило закрывать проект Российская Федерация. Я думаю, что оно решило его закрывать, но в какой форме и как оно озвучило это. Война в Украине – это как раз проект закрытия России. Ведь эффект ежа, так называемый в политике, то есть дать возможность проглотить Крым, а потом еж начинает распускать свои иглы, и он начинает создавать проблему тому, кто его проглотил. Проблемы после Крыма – это санкции, это создание фона, что Россия изгой, условно какие-то законные акты или подзаконные акты Министерства юстиции США по контролю ресурсов и так далее. Они просто дали себе политический шанс для узаконивания контроля России. И как только после Крыма они это решили, они стали шаг за шагом, степ-бай-степ, подводить Россию к тому, чтобы была война. И через Украину они объяснили Путину, трехдневной прогулки по Киеву не будет. Все, приехала Россия. Поэтому здесь остается вопрос, какая она будет. Если украинцы рассчитывают, что Россия распадется, она будет, не знаю, расчленена, мы будем контролировать Ростов, Волгоград, они глубоко ошибаются. Нужно украинцам спросить, а вы сами сможете потом свои территории контролировать? Вообще у вас будут ресурсы? Они вообще вам будут принадлежать? Я видел на украинских пабликах, мы Крымом так сделаем, а вы его отвоевали, что еще говорить? Понимаете? Обратите внимание на заявление вашего высшего политического руководства. Оно тихо-тихо, медленно, но аккуратно, что мы его возьмем и даже силой. Вот когда вы могли забрать Донецк и Луганск силой, это не ставилось под сомнение. Но почему-то ваше руководство говорит, мы вернем Крым мирным путем. Оно же у вас ушло не мирным путем. А как вы собираетесь с дипломатией возвращаться? Но если вы такие хорошие дипломаты, верните Донецк и Луганск. Вопрос стоит в этом. То есть, понимаете, есть та вещь, которую украинский народ не знает, или, по крайней мере, то, что для него доходит через какие-то паблики, оно считает ерундой, конспирологией, и условно таких, как я, людей называют какими-то кремлевскими банками и так далее. Я хочу объяснить. Я понимаю, что не каждому нравится знать правду или слушать ее. Особенно, тем более сейчас в вашем положении, в украинском, когда любая маленькая мелочь может, опять говорю, привести к большим катаклизмам. Но вы должны выйти из этого сна, из этой героиновой шизомании, что за вас кто-то сделает, у вас все будет шито-крыто, вам денег дадут. Такого не будет. Мир капитала, он циничен. Он заострен только на воспроизводстве капитала и контроля территории, на котором он зарабатывает. Если вы этого до сих пор не поняли, вся ваша вот эта сказка хорошего дядю, который вам поможет и вас поднимет, это утопия, это трагедия Украины. С таким мышлением вы далеко не уйдете. Я думаю, что вообще вы никуда не уйдете. Я это говорю искренне как друг Украины. Просто хочу, чтобы вы открыли глаза. Не надо создавать себе иллюзии потом, чтобы горько расплакиваться.
38-я параллель. Это сценарий происходящего в Украине. Ввод войск НАТО и фиксация какой-то границы. НАТО в вашей войне участвовать не будет. Не надо обманываться. НАТО не будет в этом участвовать. И НАТО как политический инструмент остался, но как военный инструмент он не работает. Работает Рамштайн. Это новая форма сотрудничества под диктатом США. Больше ничего. У них главная задача, они свои ресурсы военные будут использовать против Китая. Вот за Тайвань они воевать будут, за Украину они воевать не будут. Для этого есть инструментарий. Нужно будет принести в жертву Польшу, они ее принесут. Нужно будет принести в жертву Прибалтику, они ее принесут. Почему? Потому что им нужно выполнение своих задач. Поэтому Польша усиленно вооружается, поэтому больше всех она кричит: помогите Украине. Она понимает, что она следующая. Да, хороший ответ. Но по 38-й параллели хочется услышать ваше мнение. Это вариант. Это вариант. Почему бы нет? Потому что перекочевывание европейских, так скажем, монархий католических в Аргентину, это нормально. То есть, если они договорятся, им нужен тайм-аут, не проблема. С Крымом же был у вас тайм-аут, там, не знаю, сколько, 7 лет или 6 лет. Почему бы сейчас нет? Еще лет 10 перекинуть, чтобы Ватикан решил свои вопросы, потихоньку перевел экономику, создал конструкцию единой валюты, то, что делает сейчас Аргентина и Бразилия. Подключаются дальше другие корпорации или страны Латинской Америки. Начинается формироваться новая единая валюта, новые единые на территории этих государств экономические законы. То, к чему шел Евросоюз 40 лет. Почему бы нет? То есть завтра нужно остановиться в тех границах, которые стоят, сделают. Ваши попадаются заортачиться, копейки не получите, ни одного патрона не получите. Идите воюйте. Это же просто решается. Почему вам не дают оружие? Это сказки, что у нас нет ресурсов. А склады-то у вас есть, почему не даете? Сейчас все избавляются от оружия старого. Сейчас все получают шанс модернизации своей армии. Американцы за счет этого, они решили самый стратегический вопрос. Они забрали под контроль всю энергетику Европы. Теперь все, только корпорации Англии и США поставляют газ. Сейчас они заберут у них их деньги, то есть 20 триллионов. И самое страшное, они поставят вооружение по стандартам НАТО из США, и обслуживание этого оружия это американское. Вы будете зависеть от американского производителя. То есть фактически ваша страна будет находиться под контролем США. Вы представьте себе, на прошлой неделе американцы продали в Иорданию самолеты F-16 по цене F-35. То есть сейчас они стоят $10, когда будет тотальная монополия, они будут $100. Плати. А зачем они заставляют выделять большие деньги Франции, Германии, другим странам? Милитаризуйтесь. Когда будет милитаризация, то есть выделение больших денег на вооружение, оружие будет как раз американское. Вы поймите, это бизнес. Да. Фикрет, я очень благодарен вам за ваше время и ваши мысли. Спасибо вам большое. Я желаю Украине победы искренне и приношу соболезнования тем, кто потерял своих близких. Да, это очень важно. Я же со своей стороны, конечно, всех призываю подписываться, писать комментарии, ставить лайки. Но самое главное, это берегите друг друга и каждому в каждый дом добра и света. Увидимся.